Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя, друзья. Мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня, друзья, у нас с вами 26 октября, самый удачный день этого месяца. Обязательно скажите сегодня эти три цифры вслух, для того, чтобы привлечь со Вселенной достаток, энергию благополучия и изобилия. Друзья, далее все более подробно. Прямо сейчас ставим лайк этому видео, не стесняемся. С вас лайк, а с нас ценная информация. Итак, друзья, сегодняшний день – это день откровений, день обретения смысла жизни в служении высоким идеалам. Дело в том, что в этот день открывается скрытая истинная сторона человеческой жизни. Возможно, в этот день вы окажетесь ответственным лицом по реализации какой-то социальной миссии, важнейшего проекта, общественного мероприятия. С любой работой вы обязательно сможете справиться, поэтому проявляйте инициативу, будьте активны во внешней жизни. Что же касается вашей личной жизни, семейных дел, сегодня достаточно благоприятный день, и вы можете быть совершенно спокойны на этот счет. День насыщенный событиями, особенно связанными с работой и с документами. Максимально сегодня вы затронете сферы юриспруденции, налогообложения, финансов, сможете реализовать многие свои жизненные программы, особенно в профессиональной сфере. Сегодня у вас предстоит много встреч с разными людьми. Сейчас у вас и закладывается фундамент взаимоотношений с представителями или партнерами разных сфер деятельности. Но будьте крайне осторожны при принятии окончательного решения, так как ваши приоритеты могут сейчас поменяться. Будьте и внимательны сегодня к деталям, не ленитесь, иначе изначально хорошие планы просто могут развалиться. Также сегодняшний день очень подходит для конкретной работы, которая уже прошла этап подготовки, а также для общественной деятельности и международных связей. Если вы уже задействованы в этих направлениях, то большинство ваших планов будут реализованы. Сегодня очень полезным будет ваш жизненный опыт. Сегодня может произойти событие, которое будет способствовать вашей популярности. Также сегодня придется заниматься несколькими делами сразу. Вас могут отвлекать, но все это не помешает довести начатое до конца. Вы найдете способ решить сложные задачи, справитесь с собственными проектами и проблемами и поможете обязательно другим. Смело сегодня можете браться за новые проекты, вероятность успеха очень велика. Сейчас вы реально смотрите на вещи и правильно оцениваете свои силы. Это поможет вам избежать многих проблем, при этом как профессиональных, так и личных. Сегодня во всем стоит действовать осторожно, постараться избегать риска, так вы сможете избежать многих потерь и не привлекать к себе внимания. Часто повлиять на ситуацию оказывается гораздо проще, пока вы будете держаться в тени. Вообще сегодня любые проявления легкомыслия крайне нежелательны. Сегодня постарайтесь сохранить серьезность, и вы сможете избежать серьезных ошибок. Сегодня могут напряженно проходить переговоры, но вы все равно сможете отстоять свою точку зрения. Сегодня вероятны и неожиданные предложения о сотрудничестве. Они выглядят заманчивыми, но стоит все обдумать, прежде чем ответить согласием. От вас будут ожидать очень многого. Не исключено, что придется даже жертвовать собственными интересами ради общего дела. Вы сейчас прямолинейны, стараетесь открыто говорить то, что вы думаете. Иногда из-за этого возникают неловкие ситуации, но конфликтов удается избежать. В этом заинтересованы и вы, и окружающие. Вы легко сможете завоевать расположение людей, а на случайных знакомых тоже удается произвести хорошее впечатление. Не исключено, что они вскоре предложат вам что-нибудь интересное. Вы, главное, не бойтесь сегодня рисковать и пробовать новое, и даже получаете от этого, возможно, удовольствие. Сегодня добиться успеха будет где-то нелегко, но если вы будете настойчивы, то вы обязательно сможете преодолеть любые преграды. Люди, с которыми вы доверились в совместных каких-то действиях, пока не готовы выполнять свои обязательства, так что большая ответственность ложится на вас. Не стоит сегодня все-таки торопиться. Сейчас можно все спокойно обдумать, найти оригинальное и эффективное решение всех проблем. Сегодня возможным становится исполнение давних желаний. То, что казалось вам чистой фантазией, сейчас становится реальным.
Порадуют вас сегодня денежные поступления, будет возможность сделать какие-то приятные и полезные покупки, которые порадуют вас и ваших близких. Старайтесь сегодня не переутомляться. Чрезмерные нагрузки сегодня могут плохо сказаться и на настроении, и на самочувствии. Вечером появляется возможность заняться семейными делами, уделить внимание близким, поговорить о том, что важно для всех. Вы сможете использовать сегодня вечер для спокойного отдыха, восстановления сил. Можно встретиться с друзьями, общение с ними очень хорошо поднимет вам настроение. Сегодняшний день хорошо подходит для общения с друзьями, с единомышленниками, людьми, которые разделяют ваши интересы. С ними вы сможете не только приятно провести время, но и научиться чему-то новому. Стоит сегодня позаботиться о собственном комфорте и о благополучии. Возможно, удачные совпадения и интересные знакомства. Старайтесь не переутомляться, а чрезмерные нагрузки сегодня могут плохо сказываться на вашем настроении. А вот небольшие поездки сегодня очень полезны. Любые отношения, которые начинаются в этот день, развиваются очень стремительно и быстро принимают серьезный характер. Поэтому постарайтесь заниматься тем, что дарит вам счастье, радость. Это время, чтобы полюбить себя. Личная жизнь изменится к лучшему, поэтому вы будете спокойны, гармоничны и любимы. Вам сегодня нужно не только выглядеть убедительно, но и разговаривать с людьми уверенным тоном. Никаких слабостей или вольностей себе не позволяйте в этот день. Деньги могут решать много, но отношения с любимым человеком все-таки важнее. Возможно, начало и романтических встреч. Также обращаем ваше внимание, что полюбуйтесь сегодня вместе с любимым человеком природой, спокойной водой, ясным небом, или волнами, или тучами. Это еще больше сблизит вас, укрепит ваши чувства и упростит ваши отношения. Друзья, по лунному календарю сегодня у нас с вами первые и вторые лунные сутки. Растущая луна в знаке зодиака Скорпион. Это один из самых удачных для начала важных проектов. Поэтому главное в этот день, в эти сутки сохранять лучики солнца в своем сердце. Поэтому мечтайте, но не абстрактно, а желательно конкретно. Например, деньги, свадьба, здоровье. Очень важно, что вы все это проговорили вслух, потому что то, что вы желаете материализовать в материальном мире, станет намного ближе в самое ближайшее время. Также обращаем ваше внимание, что именно сегодняшний день является основой для всего следующего месяца. Этот день, вот именно 26 октября, очень похож на Новый год. Планы и мечты имеют хорошие шансы на исполнение. И сегодня, друзья, у нас с вами только лунный цикл начинается. Конечно же, где-то сил, энергии не хватает. Поэтому все-таки вы пробуйте сегодня планировать, занимайтесь построением. Также обращаем ваше внимание, что же касательно бизнеса, денег, желательно отложить важные решения до благоприятных времен. Сегодня он не подходит для деловых вопросов. Также необходимую помощь сегодня в бизнесе вы можете получить из информационных материалов. Также обращаем ваше внимание, в первые лунные сутки деньги требуют особого отношения. Поэтому не берите взаймы, не отдавайте долги и старайтесь даже в этот день не менять валюту. Также в этот день хорошо прощать обиды, при этом как вашим друзьям, близким людям, так и врагам, потому что это значительно ускорит реализацию ваших планов. Что же касательно вашего здоровья, то иммунитет наш еще слаб, поэтому организм только-только начинает накапливать энергию. Помните о том, что этот день связан с головным мозгом и лицевой частью головы, поэтому лучше в этот день не переутомляться, не стремитесь в этот день есть острую и очень горячую пищу. Что же касательно стрижки волос, то в этот день желательно отменить посещение парикмахерской. Также, друзья, мы хотим вам дать две практики, они очень важные. Первая практика, она очень простая. Вам нужно взять свой кошелек и оставить на всю ночь открытый кошелек на подоконнике со всем содержимым. И сказать следующие слова. «Луна дары принесла, кошелек мой насытила сполна». А на следующий
следующий день, уже 27 октября, вы можете пользоваться своим кошельком. Также, друзья, и еще одну практику, которую мы рекомендуем сегодня вам провести, так как сегодня у нас с вами такой неординарный день, волшебный, магический день, самый удачный день, когда сегодня вы, пожалуйста, время от времени произносите следующие цифры. Это 3 восьмерки. Как правильно их произносить? Говорите 8, 8, 8, деньги пришли. 8, 8, 8. То есть вы можете, то есть в начале ваших пожеланий говорим 3 восьмерки, то есть 8, 8, 8, и в конце говорим 8, 8, 8. Например, вы хотите повышение по работе, да, говорите 8, 8, 8, повышение в должности, например, на такую, там, главный специалист, главный экономист, старший кассир, возможно, топ-менеджер, потом 8, 8, 8. Друзья, таким образом вы открываетесь потоку Вселенной с энергией изобилия, достатка и благополучия. Простая практика, поэтому сегодня говорите эти цифры. Если у вас нет никаких таких сокровенных желаний, тогда просто говорите 8, 8, 8. Достаточно. Желательно на протяжении всего дня, то есть не один раз, а несколько раз, и желательно это проговаривать, то есть не мысленно только, но и вслух. Поэтому если вы работаете где-то в большом на предприятии, месте, то старайтесь отходить в сторонку, произнесли и идете, двигаетесь дальше. Друзья, с вами, как всегда, был канал Эзотерика для тебя. Обязательно подписывайтесь, ставьте лайк, а мы с вами услышимся уже в следующем видео. Всех вам благ!